Здравствуйте, дорогие рыбы! В этом видео посмотрим с вами основные события на июль месяц и на что стоит обратить внимание, да, в целом. А в конце также посмотрим совет от карт Таро для вас. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца. Итак, давайте начнем. Рыбы, события июля. 5 карт мы достаем с вами на первую половину месяца. Десятка жезлов, колесо фортуны, тройка пентаклей, туз кубков, пятерка жезлов, 5 карт на вторую половину месяца, король жезлов, двойка жезлов, король кубков, карта мир, старший аркан, девятка кубков и одна карта совета. Откроем ее с вами в конце. Итак, дорогие друзья, сейчас сделаю, чтобы всем было видно. Итак, дорогие друзья, первая карта у нас десятка жезлов. О чем говорит эта карта? Вообще, это карта тяжести, конечно, и усталости, потому что слишком много на себя взвалите. Как каких-то дел, так и обязанностей, да, вполне может быть. То есть загрузите себя, знаете, я все смогу сама или сам, все успею, все смогу. Вообще, я самостоятельная личность, да. Друзья мои, ну устанете, действительно устанете, поэтому, если есть возможность, конечно же, делегируйте, да, распределите какую-то часть своих дел на других людей, если такая возможность есть. Опять же, иногда эта карта, знаете, вот говорит о людях, которые, вот, знаете, не умеют, наверное, доверять в какой-то степени другим людям. Они думают, что лучше меня, вот хочешь сделать хорошо, сделай сам. Есть такая поговорка, да, но она не всегда, скажем так, в лучшую сторону. Нужно уметь делегировать, нужно уметь доверять людям, да. Поэтому иначе можно зашиться в делах просто и все делать самому. Ну, друзья мои, да, делегируйте, если будет такая возможность. Колесо фортуны. Прекрасная карта, это карта перемен в целом. Очень часто это карта удачи, карта фортуны, когда, знаете, удача вот прям приходит к вам, и ее нужно схватить за хвост. Кто-то может и в лотерею выиграть по этой карте. Я, кстати, когда у меня выпадала такая карта на меня, я постоянно покупала лотерею, но ни разу не выигрывала. Но действительно, мне везло в другом. В плане лотереи, конечно, я вообще человек, по-моему, неудачливый. Ну, в общем, друзья, кому-то может и повезти, действительно. Карта перемен. И чего перемены вообще в какой сфере, да? Троечка пентаклей у нас здесь с вами рядом. Это карта коллективного труда. Может, что-то у вас такое будет происходить на работе. Это еще карта, когда вы себя показываете как мастер. Поэтому тут может быть такая история, что вы будете стараться себя показать для того, чтобы вас повысили, например. Понимаете, да? Также это карта творческих людей. То есть кто-то может делать какие-то выставки, показы своих работ каких-либо, да, кто чем занимается. Это вот очень такая благоприятная для этого карта. Ну и, конечно, в целом карта коллективного труда, когда вы себя показываете, возможно, кстати, берете кого-то как в подмастерье, да, и обучаете, опять же, тому, что вы умеете, так тоже может проиграться. Туз кубков, прекрасная карта, вообще карта некого шанса, который вам дается Вселенной, да, но его обязательно нужно увидеть и взять этот шанс, друзья, да. Вообще это также карта хорошего настроения, прекрасного настроения, ну и в целом, знаете, некого такого изобилия. Мы даже видим, здесь из кубка выливается вода, потому что кубок полон, да, и полон он как минимум прекрасных эмоций. Эта карта и в финансовом плане также хороша. Ну и в целом, знаете, как вот действительно как подарок Вселенной. Но обязательно его нужно увидеть. Ведь такие шансы, они приходят к нам в виде людей, в виде возможностей. Обязательно просто будьте открыты этому миру. Пятерка жезлов. Вообще эта карта у нас конкуренции и борьбы. Да? Для кого-то это, конечно, может быть как некий спор. Для кого-то может проиграться как конфликт. Для спортсменов как соревнования, например. Да? Но в целом, да, конкуренция, некая борьба за что-либо. Да? Может быть за повышение, например, вот с кем-то. Да? Может вы будете не единственный претендент на повышение, то здесь, да, это опять же конкурентная борьба. Но для бизнесменов это конкуренция.
Ну, давайте двигаться дальше, плавно переходим во вторую половину месяца. И начинается с короля жезлов. Это у нас мужчина, Овен, Лев, либо Стрелец по знаку зодиака. И этот мужчина будет оказывать какое-то влияние на ваши события. Вообще это человек идейный, который может подкинуть вам идею, либо вы можете прийти к этому человеку и спросить какого-то совета, и он вам что-то интересное, да, скажет, расскажет о своем видении. Вы можете, конечно, заинтересоваться или подкинет каких-то идей, которыми вы воспользуетесь. Дальше у вас двойка жезлов, а это как раз-таки карта выбора, да, то есть если вот этот человек вам какие-то отдельные советы даст, вы, возможно, еще будете здесь выбирать, поступить вам так или иначе. Но, друзья мои, этот выбор такой хороший, потому что выбор на основе анализа, и, в принципе, здесь вы особо мучиться не будете, да, что же мне выбрать. Здесь для вас будет в целом все очевидно. Дальше у нас король кубков. А это у нас еще один мужчина, рак, скорпион, либо рыба. Мужчина это можете быть вы, да, себя олицетворяете. Но в целом это тоже, да, человек, кто-то из окружения, который будет влиять на ваши события. Но этот человек может быть как хороший друг, с которым вы встретитесь, который вас выслушает, опять же. Вообще хорошие слушатели, да, у нас кубковые масти, это люди, которые хорошо и умеют слушать, хорошие друзья, поэтому, да, что еще, ну, этот человек, может быть, будет связан как-то с вашим выбором, да, может, кого-то придется привлечь к какому-то делу, опять же. Дальше карта мира, это завершение одного этапа и начало нового, друзья. Однозначно это будет какая-то идея, которую вы будете выбирать. И вот что-то вот выбор, да, вы же можете здесь отказаться от чего-то в пользу другого. Или здесь подумать, что так, я выбираю это, поэтому другое мне придется завершить, например, да. Ну, в общем, друзья, возможно, от чего-то отказаться. Либо в целом это переход на новый уровень. Для кого-то это может быть повышение по работе. Потому что это вот не только завершение одного этапа, да, и начало нового, но и также это как выход на новый уровень, знаете, то есть вы шагаете на следующую ступеньку. Поэтому, да, действительно, здесь может быть для кого-то и повышение. Что еще эта карта у нас означает? Вот аист у нас летит. Для кого-то это прибавление в семействе будет, да, беременность, либо рождение ребенка. Ну, кто ждет ребенка, либо это в семье в целом ваше это появление, скажем так, еще одного члена семьи, да, потому что это некая смена даже статуса. Кто-то может замуж здесь выходить, жениться, да, также по этой карте тоже смена статуса, тоже выход на новый уровень, скажем так, уже совсем другой. В общем, здесь, конечно, может быть много событий по этой карте у вас, да, то есть у каждого по-разному может проиграться. В целом-то, друзья мои, девятка кубков, шикарная карта, вы собой будете довольны, однозначно. Вот здесь вот это завершение одного этапа, начало нового, это что-то будет такое, что действительно вас не то, что на новый уровень выведет, вы будете в целом с собой довольны. Вы посмотрите, девятка кубков, это карта того, что вот, знаете, я молодец, вы скажете себе, я молодец, я вот уже вот столько всего сделал или сделала, да, вообще сейчас могу немножко расслабиться, позволить себе, в общем-то, да. Это также хорошая финансовая карта. Интересно, она, кстати, изображена в этой колоде, да, здесь как гадалка нарисована, которая сидит и гадает. Ну, интересно, да. Но вообще это карта довольного человека, который достиг чего-либо, да, пришел к какому-то результату. Так, карту совета давайте с вами посмотрим. И здесь у нас четверка мечей. Ну, друзья мои, однозначно нужно будет отдохнуть. То есть, если вам захочется здесь немного расслабиться, сделайте это, безусловно, потому что вы заслужили 100%. Поэтому, друзья, не забывайте обязательно об отдыхе. Вот такой у вас получился расклад, дорогие рыбы. В качестве благодарности поставьте лайк этому видео. А для заказа личного расклада пишите мне в WhatsApp. Ссылочка на WhatsApp находится в описании профиля или в описании к этому видео. Также смотрите свой прогноз на неделю по ссылочке, которая сейчас на экране у вас появилась. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.